И прежде чем начнем, чтобы не потеряться, потому что тучи сгущаются, ссылочка на мой телеграм-канал в описании и в закрепленном комментарии. Если у вас лагают стримы, то Twitch и Trovo тоже в наличии, а мы переходим к теме видео. У фронтиров был стрим Frontier Unlock, где нам рассказали многое. Почти полчаса они разговаривали по поводу Elite Dangerous. Полный перевод в формате видео с полным нормальным дубляжом будет лежать в моем телеграм-канале, если вам интересно. Первое. Будет увеличено получение количества материалов, причем настолько, что даже на месте крушения Кобры Джеймисон, где мы фармим данные, увеличили количество мест для получения данных. Также увеличение получаемых материалов за миссии. Устранили элемент случайности из прокачки модулей у инженеров. Вот картинка. Если вы на 5 уровне инженера, первый уровень улучшения со 100% вероятностью у вас сразу будет. Второй грейд с 50% вероятностью, третий сработает на полностью не более чем за 3 крутки. Четвертый грейд за 4 и пятый за 5 круток. Если у вас ниже 5 уровня, потребуется, естественно, больше круток. Думаю, эта табличка вам понятна. Эта таблица и последующие также будут в моем телеграм-канале. Еще табличка по инженерам. Изменили еще необходимые вещи для их разблокировки. Если вкратце, все это дело упростили, чтобы вы быстрее могли их открывать и прокачивать свои корабли. По поводу Одиссеи, там тоже есть изменения, точнее костюмы, материалы и прочее. Количество материалов для инженерных улучшений уменьшено, и увеличение вместимости рюкзаков у скафандров также увеличено для материалов, данных и прочего. И подняли, кстати, чуть ли не в 2 раза по всем параметрам. И почему нельзя было это сделать раньше? Ведь прошло примерно 3 года с момента выхода Одиссеи, я не понимаю. И не было сказано, можно ли снимать улучшения инженеров со скафандров и ручного вооружения. Потому что сейчас снимать нельзя. Один раз поставил и все, только делать новую шмотку. В общем, неясно. Да как и с корабельными материалами, потому что корабельные материалы и корабельные инженеры в таком виде, в котором они есть сейчас, уже очень давно. Говорили еще про торгоидов, но там ничего конкретного, но это изменение будет по цифрам и связано будет с войной с титанами из-за конца войны с торгоидами. Со следующего обновления вознаграждение материалами за участие в торгоидской войне от системы вторжения. Речь идет про материалы 4 уровня и данные 5 уровня. И сможете, конечно же, их обменять. И вот как это выглядит. Аналог целей сообщества. Как сказали, пассивный доход в виде материалов. И это не будет привязано к четвергу, который происходит у нас на обновлении сервера и прочее. Это краткий обзор изменений. Будет много чего еще. О чем нам скажут далее, конечно. Замена названия обновлений. Не будет больше нумерации там от 1 до 19 обновления. Теперь название обновлений такое. Вот, к примеру, обновление Type 8 будет 7 августа. Но оно не будет называться 19 обновлением. А теперь плохое, мои дорогие. Type 8 будет доступен в магазине за Арексы. В первое время так же, как было у нас с Питоном Mark II. И через 3 месяца можно будет купить его за внутриигровую валюту, а сейчас за Арексы. Грустно, но не очень. Торговцев на средних кораблях у нас мало, если резко не поднимут торговлю через аванпосты, а они могут это сделать. Плюс Type 8 будет как Питон. Волшебный, улучшенный гиперкруиз. А Питон МК-2 будет доступен для покупки за внутриигровую валюту с 7 августа. Обзор этого корабля на канале очень подробный. Ссылочка будет в описании, если не забуду. Новые корабли за Арексы, точнее стартовые наборы. К примеру, Белуга для перевозки пассажиров. И Вультура для охотника за головами. Донат, донат, донат. Поддержать из России мы не сможем. Покупка Арексов очень проблемна, да и может прилететь бан по идее. А если хотите поддержать меня, то ссылочка на донаты в описании и в закрепленном комментарии. Денежка для разработчиков — это хорошо, и это позволит развивать проект. Но я не уверен, что нам зайдет BGS 2.0, который делается уже 100 лет, и как они переобули SK Future Overhaul. Несколько раз. Да и плюс, в этом году Элите 10 лет. Может быть, что-нибудь они допридумают к этой дате. Постройка наземных баз не подтверждена. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.